Меш-система DKP9, которая способна покрыть, как заявляется производитель, до 560 квадратных метров. И я думаю, что это правда, да я уверен, что это правда, потому что мы его уже тестировали, и роутер, вообще роутер, сеть роутеров, меш-система или меш-роутер, мега прикольная. Во-первых, дизайн, во-вторых, сама по себе технология и комплектация, ведь оно комплектуется еще пауэрлайнами AV1000, по-моему, да? Ну смотрим, что у нас там в комплекте, да, AV1000, вот такие вот, видите, здесь написано у нас AV1000, давайте распаковывать. Не будем долго, скажем так, откладывать в долгий ящик, как это все дело распаковывается. Та-ра-та-та-там. Вот такой вот карабасик. Коробочку можно убирать. Ха-ха-ха, видели? Видели, как это все выглядит? Класс. Класс, 3 вот таких вот штучки, они мега прикольные, давайте смотреть их, рассматривать. Дека, давайте еще дека, блин, это комплект на 3 штуки, это комплект на 3 штучки, классные 3 штучки, слушайте, класс. У нас еще здесь есть кабель питания, еще один кабель питания. И еще один кабель питания. Убираем. Убираем. И сейчас вы меня спросите, где же Powerline? Ребят, Powerline здесь гибрид. То есть гибридный, встроенный с Powerline. Сами по себе эти дека. То есть они идут, здесь маркировка AV1200 плюс AV1000, то есть он встроен внутрь. То есть вам достаточно просто-напросто подключить его, и он через вашу сеть, то есть вот многие из вас спросят, что такое Powerline. Это значит, что через розетку 220 он просто-напросто передает Ethernet сигнал, то есть Ethernet протокол, они соединяются по Ethernet протоколу через вот этот вот 220. Представляете себе, в пределах, допустим, одного помещения, где эта сеть общая. Теперь, что у нас есть на самих этих башенках? Тут у нас есть на каждом один WAN гигабит и один LAN гигабит. На второй тоже и на третий в том числе. Они абсолютно одинаковые. И есть только лишь подключение 220 вольт. Сверху у нас такой интересный дизайн. Они легкие, прикольные. Слушайте, а давайте посмотрим, что нам производитель расскажет. А дальше мы будем с вами их разносить, подключать и уже тестировать. Так, откладываем. Смотрите, что это мы на сайте TP-Link. Стандарт Wi-Fi и Powerline AC200 плюс Home Plug AV1000. Гибрид Mesh, это Wi-Fi плюс PLC. Гибридная сеть эффективно увеличит пропускную способность, тут ладно. Совместим он с Amazon Alexa. Покрытие из 2 модулей до 370 квадратных метров. Ну, как я вам уже говорил, из 3 до 560. Так, что они здесь у нас заявляются? Показывают толстая стена. Видите, как оно там, Wi-Fi плюс Powerline как работает. Повышенная скорость, гибридная пропускная способность. И показывают здесь, вот видите, сама по себе схематично, через существующую электропроводку, оно на первом этаже интернет подключился, на втором этаже оно будет через Ethernet раздавать столько же. То есть это 3 независимых роутера с пауэрлайнами. И также здесь показана бесшовность. Бесшовность мы сегодня будем тестировать. Мне, кстати, ставят в упрек всегда мои подписчики, что я не тестирую бесшовность. Будем сегодня тестировать бесшовность. Будем ходить с Magic iPerf, будем ходить с видеопотоком. Подходит так, 8 IP камер с потоковым видео, 30 потоковых видео, 10 просмотров веб-страниц. Ну, короче, как-то так, низкая буферизация и подключение до 100 устройств. Да ладно, 100 устройств. И здесь, смотрите, все устройства дека работают вместе, то есть он совместим еще и с дека E4R, дека M3W, дека P9. То есть для этого вам нужна дека M9+, базовая станция. То есть у нас вообще такое, знаете, экосистема дека начинается у нас. Это как Xiaomi. Я не знаю, TP-Link замахнулась на Xiaomi лавры, когда они создают свою собственную экосистему. По цене, давайте так разбираться. На Амазоне он стоит $186, в Украине он стоит почти 8000 гривен. Да, я скажу вам, это не дешево, но и какой роутер вы сможете покрыть 560 квадратных метров, потому что это набор из 3 штучек.
Набор из 2 штучек, тоже ссылочки будут под видео. Просто смотрите, в чем фишка. Если брать кинетики, то вам придется 3 кинетика брать, а эта цена будет намного выше, чем вот это вот предложение. Теперь в России это стоит 17 845 рублей. Ни много ни мало. То есть решать уже вам, покупать или нет, но сейчас мы будем тестировать его возможности. Короче, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Тестировать мы его будем на чистом гигабите, а также участвуем в розыгрышах ценных призов, подарков. Анечка, что мы сейчас разыгрываем? А ну тащи эту большую коробку. Анечка, давай. И что же нам принесет Аня? Аня нам принесет... Не надо кидать не надо. Аня нам принесет вот такую вот Sony PlayStation 5. Вот такой вот огромный карабас, но это на момент съемки этого видео. Ссылочка на условия лежит в описании под видео. Если там нет, конечно, PlayStation 5, то там есть розыгрыш еще более интересный. Поэтому, ребят, мы начинаем с вами подключать, начинаем тестировать, а вы уже там дальше подписывайтесь, конечно же. Переходим. Вообще процесс установки, перед тем, как мы их будем разносить, он крайне прост. Вы его установили. Главное, чтобы они все моргали. Вы их только достали из коробочки. Я подключил, здесь я просто-напросто немножко баловался. Сюда я подключил интернет. Это WAN, W-A-N. Патчкорд нам пока не нужен, мы его в сторону откинем. И, конечно же, используем программу Deca в Play Market. Нажимаю «Приступим». Выбираем тот Deca, который нам нужен. В данном случае P9. И здесь написано, что нам понадобится. Кабель Ethernet, адаптер питания. Нажимаем следующий. Включаем, само собой, в сеть. Включили, все в сети. Подключаем устройство. Мы подключаем от модема. Как оно считается, модем у нас... Они считают, что мы берем от модема. В общем-то, в эту единичку мы включили кабель Ethernet. Следующий. Так, включите Deca, подождите, пока индикатор не станет мигать синим. У нас все мигает синим, правильно? Мигает синим, отлично. Выбираем индикатор Deca, мигает синим. И ждем, пока он засетапится. Вот сейчас происходит поиск Deca. Найдено несколько Deca. Если найдено несколько Deca, то мы должны к нему подключиться через Wi-Fi. Заходим в настройки Deca и используем SSID, который написан сзади. Deca F6606. Нажимаем. Deca F6606. Подключено. Переходим назад и нажимаем «Я уже подключен». Ждем теперь соединения с этим Deca. Все у нас соединено. Здесь мы должны выбрать, это у нас будет офис, допустим. Мы должны выбрать, это просто название, где будет стоять основной Deca. Он у нас обнаружил, какой у нас тип подключения. Вы можете здесь использовать VLAN, либо тип подключения динамический, PPPoE, статику, L2TP, PPT2P и DS Lite. Я нажимаю следующий. Имя. Мы должны здесь с вами ему придумать имя сети. Я назову Deca P09. Не сильно буду. И задам ему пароль. Нажимаем следующий. Создается сеть Wi-Fi. Отлично. Нажимаем подключиться. Выбираем Deca F606. Нет подключения к интернету. Сейчас он подключится. Я уже подключен. Написала обнаружено. Подключен к Deca. Тестирование интернет-соединения у нас идет. Мы подключаемся к сети самого Deca. Подключено, возвращаемся. Написала Deca сейчас онлайн, и теперь мы нажимаем добавить другое устройство Deca. То есть он сейчас должен добавить поочередно все вот эти вот P9, которые у нас стоят на столе. Найдите подходящее место. Для начала мы его создадим, а потом уже будем разносить. Индикатор Deca мигает синим цветом. Он пошел искать еще Deca. Нашел его, их 2 штучки, выбрать. Это будет у нас спальня, и выбрать у нас будет коридор. Здесь мы сразу 2 Deca P9 подключим одним заходом, скажем так. Как вы заметили, перестали моргать наши индикаторы. У нас выполнено все, закончим на этом. У нас теперь есть в списке устройств, давайте, домашняя сеть. Сейчас мы все увидим с вами. Все, текущая сеть у нас готова. И у нас есть там Mac-шлюз. На некоторых Deca установлена старая версия прошивки. Вот, видите, как хорошо? Он позволяет обновлять на всех Deca прошивку прямо с вашего смартфона. Идет проверка обновлений. Да, мы, в принципе, загрузим эту прошивочку и пускай они обновляются. Слушайте, мы сейчас обновимся и будем уже разносить эти самые Deca и подключать. Все, переходим.
Ну что, 3 наших Powerline готовы. Один мы оставляем как базовую станцию, а 2 пошли разносить. Первый мы поставим, у нас студия большая, первый мы поставим в отдельную студию, и второй мы тоже в другую студию понесем. Пошли, сейчас первый установим, я вам покажу еще кое-что. Ага, у нас видели, какая циклорама большая. Короче, смотрите, вот такая вот у нас циклорама. Пошли, не задержимся, люди обзора ждут. А здесь у нас еще только ремонт предстоит. Здесь у нас только предстоит ремонт. Здесь мы будем устанавливать один из базовых наших модулей. Вообще подключение, единственное, что здесь неудобно, это подключение вот этого момента кабеля. Очень неудобно, здесь как-то заводить надо. Короче, мы включаем и уходим. Пускай здесь он тусит. Загорается. Видели как? Симпатичненько. Ладно, пускай стоит. Вообще удобно, что здесь через Powerline, через вот это передастся интернет, и, грубо говоря, отсюда можно будет запитать, то есть не запитать, а по LAN получить еще интернет дополнительно, не только через Wi-Fi. Пошли дальше. Еще один мы ставим совсем в другую студию, поехали. Те, кто следит за нашим каналом, знают, что у нас тут еще одна студия есть. Пошли. У нас темно здесь. Здесь у нас технологическое помещение, так чтобы оно подальше было от всего. Тоже включаем, да, неудобно. 220 врубать. Видите, вот это вот расположение. Включаем. Загорелось. Оставляем его здесь. Пошли подключать основной модуль. Сеть у нас в пределах этого помещения одна, электрическая, поэтому они будут спокойненько работать. Но я сейчас подключу основной модуль, и мы уже вернемся на тесты. То есть посмотрим, как оно все это у нас законнектилось, и включимся уже, когда мы все это дело подключим, потом пойдем гулять, Wi-Fi тестировать. Переходим. Как вы поняли, мы все уже разнесли. И мы видим, что у нас, видите, все дека в сети. Он их видит. При этом, нажав на каждую из дека, вы можете увидеть, что он там загружает, что выгружает и как это все выглядит. И, в принципе, выглядит отлично. Если вы думаете, что вы сможете нормально управлять этим всем делом на компьютере, то нет. Серия дека как раз подразумевает под собой, что у вас будет минимальный доступ к управлению. Все основное управление будет именно с вашего смартфона. Смотрите, у нас здесь есть только карта сети, то есть есть клиенты, есть интернет, куда подключено, есть офис, имя офис, имя сети. В расширенных мы с вами видим только статус, LAN, сама сеть и система. Вы можете проапгрейдить ваши, допустим, здесь деки, все дека. Вот они, все 3 штучки. Мы видим, что у них последняя прошивочка. Можем нажать Check for Updates. И видим, что у нас, видите, все они проапгрейджены до последнего. Есть System Log, есть настройки времени. И вы можете ребутнуть эти все дека, просто если вдруг что-то перестало работать. Больше на компьютере вы ничего не увидите. Что мы можем увидеть с вами в смартфоне? Есть обзор у нас, да, где вы видите, допустим, подключенные устройства. Если вы нажмете на менюшку, то мы увидим настройки роутера. Зайдем в Wi-Fi, видим, что у нас можно отключить или включить 2,4 и 5 ГГц. Разделить их невозможно в данном варианте. Можно задействовать гостевую сеть. Это единственный вариант, как его можно разделить. Вы можете сделать, допустим, основную сеть 5 ГГц, гостевую сеть 2,4. Вот таким вот образом будет работать у вас сеть разделенная. Но если вы хотите одну сеть, то вы не сможете ее сделать 5 гигагерцовой. Ну, вернее, допустим, разделить с именем. То есть мы сейчас это сделаем, потому что нам нужно понимать, сколько он работает отдельно в 5 ГГц, а сколько отдельно в 2,4 ГГц. Поэтому мы будем тестировать 2,4 на гостевой сети, а 5 ГГц мы будем тестировать на основной. Есть черный список, позволяет блокировать доступ к устройству, вернее, доступ устройств в вашу сеть. Можете просто-напросто добавлять клиенты, либо другое устройство. Есть обновление дека, это мы уже с вами смотрели на компьютере. Дополнительно мы можем увидеть варианты работы с адресом, можем игнорировать пинг-пакеты от порта WAN.
Плюс у нас есть стандартный DHCP сервер, можем задать LAN адрес. Есть у нас VLAN. VLAN есть опция работы с IPTV. Дека поддерживает IPTV. Клонировать MAC адрес. Резервирование адресов, переадресация портов. Есть поддержка DDNS. Быстрый роуминг. Есть beamforming. Классная штука, которая позволяет реконфигурировать антенны этих роутеров для того, чтобы было максимальное у нас покрытие, допустим, не покрытие, а максимальный сигнал в устройство в зависимости от его местоположения. То есть он будет определять его местоположение, направлять туда максимальный сигнал, реконфигурировать антенны. А вот, кстати, мы на компьютере видим сейчас карта сети, у нас появился офис дека, bedroom и hallway. То есть они, видите, сейчас подключены нормально. Мне нравится. Будем проверять еще бесшовно сейчас. Рабочий режим роутер, либо точка доступа. Ну, здесь он и так mesh у нас, поэтому о чем мы говорим. Поддержка WPS есть. В дополнительных настройках есть родительский контроль. Здесь мы можем нажать с вами плюсик, задать имя профиля, например, дом. Давайте следующее. Выберем ребенок. И мы можем фильтровать, допустим, взрослый контент, либо конкретные веб-сайты. Можем фильтровать платный контент, игры, социальные сети, медиа. TP-Link это все умеет. Вот в этом, кстати, с родительском контроле TP-Link очень классно работает. Есть QoS, который позволяет регулировать у нас, вот смотрите, редактировать пропускную способность, месячный отчет и администраторы. Ну, администраторы нам не совсем интересны. Слушайте, давайте с вами начинать тестировать Wi-Fi. Тестируем сначала на спид-тесте. Это 5 ГГц мы пробуем. Давай. И мы видим на спид-тесте сколько? 420, 430, 460, 500 будет? 500. Это мы 5 ГГц пробуем Wi-Fi. Потом пойдем гулять с вами по студии. Да вообще, в принципе, уже можно... Слушайте, давайте мы не с того начали. Wi-Fi мы будем тестировать в mesh-системах. Давайте протестируем LAN-порты. Давайте протестируем LAN-порт на компьютере, а дальше уже будем использовать Wi-Fi, будем гулять, потому что здесь уже нам ловить нечего. Давайте подключаем через LAN наш ноутбук. Включили. Все, он у нас подключился на сеть. И здесь мы сразу же с вами оттестируем это на внешний мир, LAN-порт и WAN-порт. Будем понимать, что через LAN он работает, ну, как-то так, вот 500 мегабит. 585, 680, 760, 874, поднялся, 938. Максимальный гигабит мы с вами получили, 950, 951, в зависимости от, плюс служебный трафик. 773 на 773, 773 получилось из-за того, что он разгоняется не сразу. То есть он сейчас разгонится, он начинает с низов, и со временем он поднимается выше. Вот 643, 752, 856, 908, 926, 942. Мы в процессе видим, что 950 это максимальная скорость на внешний мир, пожалуйста. То есть мы имеем максимальную скорость 950 мегабит. Все, это очень хорошо. Также мы пробуем сейчас с вами Wi-Fi на компьютере. Давайте Wi-Fi на компьютере через Magic iPerf. Он подключен. Это 5 гигагерцовый Wi-Fi. Поехали, то же самое. 451, 491, 484, 543, 575. Давай, насколько ты разгонишься? 570, 580. Ну вот максимально было 581 в пике. Но это не Wi-Fi 6, это Wi-Fi 5. Да, Wi-Fi 5 Mesh, 530 мегабит. Неплохо. Давайте еще раз скорость чтения. Пускай разгоняется. Достигнет 530, то потолок. Давай 525, 547, 538. Да, это потолок. Теперь 2.4 должны с вами продегустировать, скажем так. Неплохая система. Неплохая, если она сейчас еще в Mesh себя покажет, отлично. Давайте подключаемся к Дека Quest. И то же самое тестируем, но это уже будет 2,4 ГГц. Ну, кстати, в 2,4 он так ничего так валит. 80, 70, 80, 68, 86. Неплохо, кстати. Для 2,4 роутера очень даже неплохо. Я сильный даже многопоток задрал. 85, 103, 92. В пике было больше 100. В пике больше 100, ну вот средний 81 мегабит. Это тоже неплохо. Давайте еще разочек. Стартуем. 103, видите, в пике 103, 126, 112 разогналось, да?
136, 132, 107, 93. Неплохо, очень неплохо. Для 2.4 вообще так прям прелесть. Серьезно вам говорю. 66, 101. Давай, показывай. Средняя 94,9 на 94,9. Отлично. Ну что, пришло время погулять. Пошли, наверное, сразу в дальнюю студию. Поехали. Пошли. Так, мы на месте. Дека у нас подключен. Вот он горит. Попробуем. Давайте отойдем чуть-чуть дальше. Вообще в другое помещение. Здесь совсем далеко. Здесь у нас тоже еще технологическое помещение. Проверяем, он подключен к дека к нашему. Ну, давайте смотреть, что у нас получится. Все тот же спид-тест будем использовать. Тут особо нам не нужно морочить голову. Стартуем. Мы сейчас от основного, ну, не пойми где. Ну, вот смотрите, стартуем. Ну и данные вы видите сами. Это 5 ГГц. Сейчас мы получим данные на загрузку, на выгрузку. Потом проверим 2.4 и в принципе пойдем еще одну точку проверим, а потом попробуем с вами бесшовность. То есть мы включим с вами, наверное, Magic iPerf и будем перемещаться от одной точки к другой и смотреть, прерывались у нас пакеты или нет. Стартуем в 2.4 ГГц. Ну, есть как есть, показываем правду. Так, ребят, пошли теперь в дальнюю студию еще. Ну что, пойдем туда в дальнюю студию еще, походу, а потом проходом попробуем Magic iPerf, насколько он будет прерывать или не прерывать при переходе, то есть проверим на бесшовность. Пошли. 2,4 ГГц. Ну, здесь получше. Здесь получше, знаете почему? Потому что та студия, она находится чуть дальше по электросетям. По электросетям она немного дальше. Ну, есть как есть. А здесь, слушайте, ну прям как будто находимся непосредственно возле базовой станции. 90 на 88 в 2.4 на 89. Да, в 2.4 нормально. Вообще классная штука. У нас получается, если брать в учет эту студию и плюс тот кабинет, у нас около 300 квадратных метров покрытия. То есть сейчас он покрывает полностью все кабинеты. Ну, это порядка 300 квадратных метров. То есть вот, представляете, мы покрыли с вами. Конечно, идеальное подключение будет, вот сейчас мы тестируем 5 ГГц, идеальное подключение будет, если у вас вся электросеть будет в пределах одного счетчика. То есть это будет одна подсеть, и она не будет выходить, допустим, в другую локацию. Вот видите, здесь у нас падение в 5 ГГц. Но дело в том, что у нас, как-то интересно, 2.4 не упало, а 5 ГГц упало. Но дело в том, что здесь у нас подсеть идет уже через счетчик. То есть она прошла счетчик и пошло на другой счетчик. Но при этом оно увидело другую подсеть. Давайте мы, наверное, сейчас с вами запустим iPerf. Поставим побольше времени. Давайте на 40 потоков поменьше. Давайте на один поток. Оно будет, конечно, фигней страдать, даже тут на 50. То есть это у нас будет тест. На один поток, на времени мы заделали побольше, то есть это будет очень низкая скорость, но мы должны понимать, прерывается она при переходе от одной станции к другой или нет. Поехали, стартуем. Так, законнектилось, пошло искать, поехали. У нас будет обязательно прерывание при переходе от одной, это если у нас нет бесшовности, от одной станции к другой. Давайте, пошли. У нас есть падение скорости при переходе, но прерывания не было. Вот мы от одной ушли, перешли на вторую среднюю. Идем к третьей станции. Слушайте, ну неужели действительно такая вот бесшовность у нас, да? Ага, вот виден заметен переход. У нас выбило в один пакет у нас потерялся. То есть один пакет был потерян. Давайте еще стартуем. Заходим сюда. Вот мы нашли место перехода. То есть были единичные потери пакетов. Вот так вот работает меш. Насколько это будет заметно по видео, давайте попробуем. Ну, не знаю, меня просили запустить какое-то тяжелое видео, где буфер, да любое мое видео можно запускать, потому что они сейчас идут в 4К. Звук выключим, включим, ну, хотя бы Full HD на смартфоне.
Все, он у вас производит, пошли. Будет прерывание у нас видео или нет, тоже увидим. Ну, само собой, видео не прервется, потому что есть буфер, достаточный для того, чтобы определить. И для видеозвонка, кстати, тоже буфер существует. Нет у нас прерывания. Ну, идем до третьей точки. Само собой, видео у нас тоже не прерывается. Есть как есть. Ребят, пошли, наверное, уже резюмировать данный дека. По мне так интересная вещь, но в резюме я должен вам кое-что указать. Ну что, резюмируем. Скажу вам, неплохая меш-система. Действительно большим плюсом является наличие пауэрлайна встроенного. То есть это значит, что они коннектятся через сеть 220 вольт. Вы должны понимать, что большое покрытие вы сможете обеспечить, стабильное большое покрытие сможете обеспечить только в пределах, допустим, электросети одного дома или одного здания. Потому что вы видели, что при переходе в третью студию, где у нас стоит отдельный счетчик, у нас было конкретное падение. Ну, не конкретное, было падение скорости. Это две разных электросети. Хотя оно через счетчик определило друг друга. То есть оно все-таки нашло. То есть тоже расстояние пауэрлайна очень сильно играет роль и наличие препятствий. То есть если это, допустим, вы будете ставить через стены в пределах большого дома или большой квартиры, там вообще проблем никаких не будет. Конечно, есть минус того, что нельзя разделить сети 2,5 ГГц и 2,4 ГГц, но вот именно решение через гостевую сеть на 2,4, а основную на 5 ГГц, это в принципе нормальное рабочее решение. Ну и мне не нравится то, что нельзя управлять через веб-морду, через веб-интерфейс на компьютере, но в принципе приложение с этим отлично справляется. Мы рекомендуем данный Deca P9, отличная меш-система, не дешевая, но учитывайте, что в ней встроен Powerline, и вам нет необходимости тянуть какие-то провода, и покрытие действительно будет огромное, потому что мы без проблем покрыли помещение больше 300 квадратных метров. То есть это отлично работает. Поэтому, если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. Ссылочки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.